Иногда то, что остается за кадром, оказывается гораздо смешнее и живее самого фильма. What would you like for Christmas, little Kevin? И именно в этих неудачных дублях актеры раскрываются по-настоящему. Swallowed enough microchips and shit them back out again. Отличным примером послужит фильм «Брюс всемогущий», где герой Джима Керри получает божественные силы и использует их отнюдь не ради добра, а чтобы вернуть девушку, доказать миру, что он лучше всех и, конечно же, просто для веселья. Джим Керри – большой любитель повеселиться на съемках. Может, ты прекратишь меня трогать? Но в «Брюсе всемогущем» все вышло из-под контроля. Дело в том, что возлюбленную героя играет Дженнифер Энистон, которая тоже славится тем, что часто начинает смеяться прямо во время сцены. Как можно догадаться, такой дуэт превратил съемки в настоящее испытание для всей команды. Энистон и Керри забывали слова, дурачились и постоянно срывались на смех. Перестань строить из себя мученика. Я не мученик. Я жертва. I'm the victim here. Don't you smile. Don't you smile right now, I swear. Морган Фриман, напротив, известен своим серьезным отношением к съемочному процессу и на площадке «Брюса всемогущего» даже произносит следующую фразу. No laughing. No laughing on the set. Однако держать себя в руках рядом с Джимом Керри оказалось не так просто. Фриман первым начинал смеяться и сам прерывал съемки. В итоге актер, который запрещал другим смеяться, делал это чаще всех. Как попасть в 7-ю комнату? Это на 7-м этаже. Лестница вон там. Ну а сцену со Стивом Кареллом, пожалуй, помнит каждый. Во время съемок Карелл, конечно же, не раз срывался на смех, но настоящим испытанием она стала для его партнерши, актрисы Кэтрин Белл. По сценарию она должна была сохранять невозмутимое лицо и полную серьезность, но сделать это удалось далеко не с первого дубля. Эта энергия спонтанности и заразительного веселья сделала фильм «Брюс всемогущий» одной из самых жизнерадостных и искренних комедий своего времени. Арнольд Шварценеггер – человек, добившийся в киноиндустрии невероятных успехов и даже ставший губернатором. Однако часто его воспринимают как однотипного актера, эдакого большого парня, который может сниматься только в боевиках. Но если заглянуть за кулисы, можно увидеть, что он бывает забавным, романтичным и крайне самоироничным. Я думаю, каждый любитель кино согласится, что одна из самых запоминающихся ролей Арни — это Т-800. Он идеально вжился в образ киборга, а его невозмутимость и сдержанные эмоции сделали персонажа по-настоящему культовым. Но Шварценеггер все же человек, и, как любой актер, иногда допускает ошибки. В третьем «Терминаторе» чаще ошибался Ник Стал, сыгравший Джона Коннора. Конец света отменен. Вы его отсрочили. Конец света еще не отменен. Oh, that's great. Sorry. Он признавался, что очень волновался на съемках, из-за чего постоянно сбивался. Но Арнольд помогал ему справиться с волнением, превращая его ошибки в шутку и тем самым разряжал обстановку. Джон Коннор приведет людей к победе. Арни смешил съемочную группу не только на «Терминаторе». Помните одну из финальных сцен фильма «Команда», где герой Арни произносит ставшую легендарной фразу «Выпусти пар, Беннет». Мало кто знает, что сценарист Джефф Лоуб написал для этого момента несколько вариантов реплик. I hate small talk.
Но когда Шварценеггер произнес версию с паром, вся съемочная группа рассмеялась. И стало ясно, какой вариант останется в фильме. Как мы видим, порой за горой мышц скрываются самоирония и отличное чувство юмора. Именно это сочетание брутальности и умения посмеяться над собой делает фильмы Шварценеггера такими атмосферными и запоминающимися. Arnold Schwarzenegger is a pro. «Пираты Карибского моря» — крупнобюджетный проект студии Disney, где каждое действие съемочной группы выверено до мелочей. Но даже несмотря на строгий график и правила студии, за кадром происходило множество забавных и совершенно неожиданных моментов. Например, в первой части персонаж Орландо Блума Уилл Тернер во время демонстрации клинка должен был подбросить его эффектно поймать. У Киры Найтли тоже не обошлось без комичных ситуаций. Однажды она неожиданно выдала реплику, которой не было в сценарии, и тем самым рассмешила Джека Девенпорта прямо во время дубля. Эти господа проводят вас к штурвалу, и вы укажете нам путь к Исла-де-Муэрто. Во второй части абсолютным лидером по количеству испорченных дублей стал Том Холландер. Но Джонатан Прайс, у которого было не так много экранного времени, сумел своей неуклюжестью даже изменить сценарий. В сцене, где Элизабет и Уилл говорят о любви под пафосную музыку, Прайс случайно сломал реквизит. Режиссер Гор Вербински решил оставить этот момент в финальной версии фильма. Орландо Блум позже признавался, что после этого происшествия еще долго не мог вжиться в роль и серьезно отыграть эту романтическую сцену. В третьей части франшизы съемочную группу развлекали уже сама природа и Джеффри Раш. Сцену на пляже приходилось переснимать множество раз. Ветер постоянно сдувал шляпу капитана Барбоссы. Со временем этот инцидент стал локальной шуткой съемочной группы. Ну а Джонни Депп, как всегда, выделялся тем, что любую ошибку или случайность мог превратить в блестящий комедийный момент. Даже в таких масштабных проектах, где все подчинено студийной дисциплине, актеры находят место для искреннего смеха и живых эмоций. И, пожалуй, именно в этом и кроется настоящая магия «Пиратов Карибского моря». За всем размахом и морскими сражениями скрываются люди, которым просто весело вместе создавать добрую историю. Брайан Крэнстон – большой любитель от души посмеяться на съемках. И сериал «Во все тяжкие» не стал исключением. В кадре Крэнстон играет серьезного персонажа, который почти никогда не шутит. Джесси Пинкман, наоборот, постоянно добавляет легкости и юмора. Однако за кулисами все было с точностью да наоборот. Брайан Крэнстон без остановки шутил и дурачился на площадке, из-за чего Аарон Пол часто просто не мог оставаться в роли. Это смелый план, мистер Уайт. Уверена, что прокатит? В интервью Крэнстон признавался, что нередко забывал свои реплики. Доходило даже до того, что он не мог вспомнить имя персонажа Аарона Пола. Каждый, кто видел сериал, помнит ставшую культовой фразу I am not in danger, Skyler. I am the danger. И хотя в кадре Крэнстон выглядит максимально собранным и сосредоточенным, за кадром все было иначе. Именно контраст между мрачной историей и живым юмором за кадром сделал сериал таким настоящим и эмоционально сильным. Зритель чувствует ту самую химию не только между персонажами, но и между самими актерами. Серия комедийных фильмов «Знакомство с родителями» известна не только забавным именем главного героя. Гейлорд М. Трахер.
Это мне. но и непрекращающимся смехом за кадром. Фильм получил отличные отзывы зрителей и при бюджете в $55 миллионов собрал немыслимые для комедии того времени 330 миллионов. Мало кто знает, что изначально Роберт Де Ниро сомневался, стоит ли соглашаться на роль Джека Бернса, но, изучив сценарий, понял, что идеально подходит на роль ЦРУшника на пенсии. И в итоге оказался абсолютно прав. Контраст неуверенного в себе Факера и строгого Бернса стал основной комедийной линией фильма. Мы привыкли видеть Роберта Де Ниро в серьезных образах, поэтому неудачные дубли, где он не может сдержать смех, имеют особый эффект. Например, в сцене, где он допрашивает будущего зятя, на коленях у него лежит котик. Он постоянно шевелился и мурлыкал, Де Ниро начинал его гладить и не мог сосредоточиться. Я решил с моими знаниями и опытом нелепо киснуть на пенсии. В сцене молитвы за столом реплики Бена Стиллера были настолько нелепы, что Роберт просто не мог удержаться. Доить можно любого, у кого есть соски. Соски у меня есть. Подай меня. Во второй части фильма появляется Дастин Хоффман, который играет главу семейства Факеров, и количество смеха за кадром увеличилось в разы. Хоффман импровизировал почти в каждой сцене, из-за чего актеры и вся съемочная группа едва могли продолжать работу. Стоп! Это капоэра, брат, жестокая штука. Fucker style. What are you doing? Особенно выделяется сцена со спасением собаки по имени Моисей, которая именно благодаря импровизациям Дастина стала по-настоящему смешной. Наверняка вы помните сцену, где герой Стиллера случайно научил племянника не самым хорошим словам. Нет. Удивитесь, но это слово он действительно узнал на съемочной площадке от Бена. Hey, you talked. В третьей части в роли привлекательного фармацевта появляется Джессика Альба. Ее образ красивой и доброй девушки создавал идеальный фон для комических моментов. Чем серьезнее она старалась оставаться в кадре, тем смешнее становились сцены. Веду чуть глубже. Ставили очень нежно. Стиллер постоянно придумывал шутки прямо в кадре и подталкивал ее к нелепым ситуациям, из-за чего актриса нередко выходила из образа. Теплая, дружеская атмосфера на площадке перенеслась и на экран. Семья Бернсов и Факеров выглядит настоящей, благодаря чему зритель верит в происходящее и переживает вместе с героями их проблемы и конфликты. Факеризирован. Фильм в духе Рождества – настоящий праздник для любителей импровизации. На одной площадке встретились два мастера комедии – Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. Они меняли реплики на ходу, придумывали новые шутки прямо в кадре и буквально заражали смехом всю съемочную группу. Nora was a real keeper. Она была клевой девчонкой, да? На съемочной площадке бывали моменты, когда Райан Рейнольдс открыто подшучивал над Ферреллом. Смотреть на реакцию актера в такие моменты – сплошное удовольствие. Сцена в лифте задумывалась как абсурдная, но при этом актеры должны были сохранять невозмутимые лица. Как можно догадаться, это далось им совсем нелегко. Малыш Ларри. Нет, Крошка Тим. Это был малыш Ларри. Точно. Это был Крошка Тим. Рейнольдс рассказывал в интервью, что работа с Ферреллом была для него настоящим отдыхом после крупных проектов вроде «Дэдпула» и «Хоббса и Шоу», где такой теплой атмосферы на съемочной площадке не было. Видно, что актеры чувствуют себя раскованно и с удовольствием играют свои роли. Даже несмотря на то, что фильм не получил высоких оценок от зрителей, критики называли его настоящим рождественским кино именно благодаря живой игре Уилла и Райана. «Офис» — один из тех сериалов, где актерам приходилось бороться не только с абсурдными ситуациями по сценарию, но и с собственным смехом на съемочной площадке. Атмосфера на съемках была настолько дружелюбной, что сдерживаться становилось почти невозможно, даже несмотря на то, что большинство актеров сериала были настоящими профессионалами. Особенно это заметно в рождественском эпизоде «Секретный Санта». Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла устраивает в офисе настоящий хаос, пытаясь быть главным на празднике. По
По сценарию, Стив и Брайан Баумгартнер должны были оставаться максимально сдержанными, почти не показывая эмоций. Но сцена, где персонаж Баумгартнера оказывается на коленях у Санты, была настолько абсурдной, что актер просто не смог удержаться от смеха. What would you like for Christmas, little Kevin? Give me some choices. Oh my God, Kevin, please. В итоге короткий 10-секундный эпизод сняли только с 15-го дубля. А особенно забавно наблюдать за актерами второго плана. Многие из них едва сдерживают улыбку в финальной версии сцены. «Офис» вообще славится своими неудачными дублями. За годы съемок на площадке произошло огромное количество забавных моментов. Например, Джон Красински частенько не замечал микрофоны. Ну и, конечно же, множество неуклюжих падений со стула. А сцена, где Стив Карелл и Тим Медоуз поют песню, отдельная история. Baby back, I want my baby back. Chili's baby back ribs. Baby back ribs. Chili's back. Медоуз, приглашенный в сериал в роли важного клиента по имени Кристиан, оказался не готов к выходкам Карелла. Он постоянно срывался на смех и позже даже извинялся перед создателями шоу, считая, что подвел их своим непрофессионализмом. Именно такие спонтанные моменты сделали «Офис» особенным сериалом, где смех за кадром чувствуется даже тогда, когда его не слышно. «Мальчишник в Вегасе» стал одной из самых успешных комедий конца 2000-х. Искрометный юмор, абсурдные ситуации, тигр и даже сам Майк Тайсон. Во время съемок актеры постоянно импровизировали и срывались на смех, из-за чего приходилось делать огромное количество дублей. Режиссер Тодд Филлипс признавался, что временами даже кричал на актеров, потому что они просто не могли сосредоточиться. Нетрудно догадаться, что главным зачинщиком был Зак Галифианакис. В простой сцене в номере отеля он просто отказался играть по сценарию и импровизировал несколько дублей подряд. Эд Хелмс подхватил настроение, и сцена превратилась в цепочку взаимных шуток и подколов. Брэдли Купер, которого обычно отличает собранность и серьезность на площадке, в этот раз как будто сбросил маску. Легкая, почти беззаботная атмосфера съемок быстро раскрепостила актера, и даже он, обычно сдержанный, не мог сдержать смех. Вот так. Хорошо. Купер признавался, что сцена в больнице оказалась для него особенно трудной. Все происходящее было настолько нелепым, что удержаться от смеха было почти невозможно. В фильме также использовались куклы, с которыми актерам приходилось взаимодействовать. Как можно догадаться, это давалось им непросто. Ты уверен, что способен за детьми присматривать? Зак Галифианакис говорил, что съемки напоминали тот самый мальчишник, спонтанный, шумный и полный непредсказуемости. Возможно, именно эта энергия и ощущение полной свободы сделали фильм не просто комедией, а настоящей легендой о том, как одна безумная ночь может изменить все. Все, что бывает в Вегасе, остается в Вегасе. Хорошее кино рождается там, где актеры смеются и получают удовольствие от работы. Мастерство и дисциплина важны, но именно искренность делает фильмы по-настоящему живыми. Спасибо за просмотр. Удачи!